Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Что-то надоели мне залежи старой одежды, остатки от предыдущих проектов, разные случайные ткани, которые сложно использовать в лоскутном шитье. Долго они ждали своего звездного часа, но наконец дождались. Ткани самые разные. Черная – это тонкий трикотаж, выпады кроя. Серая – легкие летние брюки, обрезки искусственного шелка, тонкие подкладочные ткани. Порылась по всем закромам родины, собрала все, что могла. В это изделие можно использовать все, что было. Подготовим квадратики размером примерно 10 на 10 сантиметров. Самое главное, нам нужна хорошая, крепкая, плотная ткань для основы, чтобы она не тянулась ни в одном направлении. Работу над ковриком начнем с краев. У меня основа очень плотная, не осыпается, поэтому я оставляю край без обработки. В другом случае, конечно, край надо сначала обработать косой бейкой. Шить будем с приставным столиком. Берем наши подготовленные квадраты, сворачиваем пополам, находим середину, потом по очереди подгибаем свободные края. Сначала один на треть, потом другой. Получается такой клювик, треугольник. Острый угол 60 градусов. Хотела сворачивать и шить немного по-другому. Но, во-первых, получается очень толстое соединение. Ткани плотные. Если их сворачивать по-другому, то моя машинка такое не возьмет. А во-вторых, оказалось, что у меня руки уже привыкли работать именно так. Мышечная память самая стойкая. Второй ряд клювиков нашиваем так, чтобы закрыть промежутки между деталями первого ряда. Вы, конечно, понимаете, что последовательность цветов в коврике зависит от количества ткани. На внешние ряды надо больше деталей. А у меня было много черного и серого цвета. И хочется сделать так, чтобы эти строгие цвета не задавили своей серьезностью и мрачностью все другие, а наоборот подчеркнули всю яркость и красоту других тканей. Последовательность цвета еще во многом зависит от вашей интуиции. Нравится, не нравится. Ткани у меня были разные. Я их сворачивала и тут же пришивала. Нашивала детали густо, близко друг к другу. Именно поэтому они так топорщатся. Если их сначала проутюживать, а потом нашивать, то такого эффекта не получится. Все мрачные, темные ткани у меня закончились. И в работе яркие, веселые солнечные лоскутки. Их немного. Пусть они будут в центре работы. Сами знаете, именно центр притягивает внимание. Конечно, коврик сложно шить. Во-первых, из-за размеров. Диаметр моего коврика получился 76 сантиметров. Во-вторых, он достаточно тяжелый, а ряды нашиваем плотно. В-третьих, получаются очень толстые соединения тканей, несколько слоев. А в-четвертых, при таком способе шитья мы начинаем работать в середине, и бывает сложно поворачивать коврик. Но все это компенсируется той красотой, которая получается в результате. Конечно, из таких деталей, клювиков, я шила и раньше, но там работа начиналась с середины и шла к краям. Коврик тоже получался очень интересный и красивый. Поэтому смотрите сами, выбирайте, что вам больше всего нравится. Знаю, что есть люди, которые не понимают прелести ручной работы. Но мы-то с вами знаем, что самое интересное не только результат, но и процесс. Кропотливо складывать эти кусочки ткани, потом их пришивать – это как медитация. Невозможно шить
и думать о плохом. Пока женщина творит и созидает, она где-то в заоблачной дали, и ее не касаются повседневные трудности и заботы. Где-то слышала такую мысль: у Бога нет других рук, кроме ваших. А тем временем я уже добралась до серединки коврика, и здесь уже невозможно нашивать новые клювики. Поэтому серединку просто прошьем на машинке, прижмем свободные края ткани. А потом эту серединку замаскируем. Из желтой тонкой ткани я вырезала кружок, собрала его по краю на нитку, хорошо стянула. Осталось только пришить его в центр нашего коврика. Я поняла, что этот коврик мне напоминает цветок лотоса. Скажем так, вольная фантазия. Вы знаете, что лотосы растут под водой, в тени, но каждое утро с восходом солнца они поднимаются из воды и приветствуют новый день. И никакая тина и грязь не пристает к ним. Они прекрасны и чисты. Поэтому, мои дорогие зрители, желаю вам всем быть как лотосы, всегда красивыми, стойкими, любящими жизнь, чтобы никакая тина и грязь к вам не приставала. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!